Всем привет! У нас идет 42-й день 4-го сезона. Новый баф на воронке времени на 30% урон ядом и бонус к урону от наших щитов. Получилось набить почти 16,5 миллиардов урона. Команды будут представлены с Рейтой и Согоком. Согоком покажу команды от Соклана и еще одного человека с другого сервера. Туман, в принципе, не меняется. Вот такая у меня расстановочка тумана. Команды с Огаком, которые будут представлены. Вот, допустим, урон Соклана почти 16 миллиардов. И также второй код будет тоже с Огаком. Они просто отличаются. Вот там урон уже другой. Там 16,9 я видел, он набивал. Но, опять-таки, шмот у всех разный, поэтому просто сравним, кто какие тайминги ставит и экипировку, потому что там есть различия. Я же использую команду с рейтой. Тайминги выставляю вот такие. Джорну просто ставим тайминг, чтобы он как можно меньше в автобое ультовал. Там пару раз буквально ультанет и все, потому что его ульта нам здесь не нужна. В ручном бою мы, в принципе, ульту его вообще отключаем и все. Рук без таймингов. Шмыгли у меня старт на 10,5. Откат 15 и Сакридея на 9,5. Откат тоже 15. Рейта без таймингов. И питомец, получается, на 18 секунде у нас должен уже ультануть. Соответственно, старт 16. Вот такой вот у меня питомец специально под воронку сделан. Тут у меня таланты стервятника. Преследование астролита. Это на урон по штрафу защите. 10 крит урона всем. 3% урона. И два таланта это новые от оленя. То есть по одиночной цели у нас, по идее, Дахван это одиночная цель. Их тут не 10, не 20, не 3, а одна цель. И также на урон от зональных эффектов тоже от нового питомца оленя. Рейта у меня вот в таких талантах. Получается, здесь у нас заливка на ульту, продление усиления, ну и, собственно, отхил. Также собираем шанс крита 100% и как можно больше крит урона. Вот при таких шмотках у меня, в принципе, щиты довольно-таки мощные она накидывает и неплохо отхиливает, соответственно. Сет вот этот, бронька на атаку, перчатка на крит урон и плюс урон от щитов. Ускорение чем больше, тем лучше, конечно, но опять-таки лучше подбирать, потому что буквально чуть-чуть двигаешь, и бой идет вообще по-другому. Бывает там команда может умереть, бывает рейта между Сакридеей и Шмыгли влазит, что нам вообще не нужно, в принципе. Поэтому тоже у меня вот с таким ускорением, допустим, выходит лучше всего. Рук у меня вот в этом сете, ничего не менял. Статы вот такие. И также вот эту шмотку я поставил ему. Ну, тут, в принципе, и характеристики неплохие. Крит урон, шанс крит удара. Да и деф не помешает. Атака ему особо тут не нужна. Вот. И это защищает меня от того, что когда рук может влезть в цикл именно между Сакридеей и Шмыгли. А так как у Сакридеи у меня тоже вещь на увеличение урона следующей ульты. То есть, если он даже влезет, то ничего страшного. Получается, он, в принципе, уже своей шмоткой вот этой бафнет Шмыгли. Ну и либо, если он как раз ультует перед Сакридеей, то он как раз забафает еще и Сакридея. Ну и, собственно, вот и Сакридея. Сет кукольника. Вот эта перчаточка неплохая. Точности, в принципе, хватает. 194. Вот такие характеристики. Ну и артефакт рога оленя. Таланты использую вот эти. Джорн. Вот тут уже все довольно-таки интересней. Немножко сапры все-таки оставил, так как сопротивление все равно никогда не помешает. Бывает, что он баф не ловит. Поэтому пусть так и будет. Да и, в принципе, живет до конца, это самое главное. Если доживает, то, в принципе, ничего не трогаю.
пусть так и будет. Точности 200 тоже вполне хватает. Вот эта перчатка. Главное, чтобы у Джорна и защиты, и ХП было больше, чем у всех остальных. Чтобы именно рейд с сетом бафало именно его. Так как если Джорн умрет после шмыгли, то все, мы все тоже также умрем. Ну и вот такой вот шмыгли у меня. Статы, в принципе, хорошие. Кто-то ему делает ускорение, но я такого не делаю. Меня устраивает все как есть, потому что кто-то пытается ему чуть ли не постоянно вот этот инвиз сделать, но я бы не сказал, что это нас спасет. Тут наша смерть зависит от того, будет ли именно уже в конце боя висеть на нас усиление защиты от Джорна или нет. Если у нас не будет момента сильного удара от босса висеть усиление защиты, то нам никакие инвизы не помогут, мы все равно умрем. Поэтому все именно от рандома на Джорне зависит. Также обратите внимание, что вот у меня, допустим, ускорение 80, и каждый себе подбирает по-разному. У кого-то там больше, у кого-то меньше, и не из-за того, что он там, допустим, у него, допустим, меньше, но он может сделать больше, но у него при ускоре меньшем, допустим, команда лучше живет. Вот, поэтому тоже с ускором приходится немножко играться. Тут рассмотрим первый вариант команды уже с Огаком, который использует мой соклан Алекс. Вот такие вот у него тайминги. В принципе, почти то же самое, что и у меня. Тоже Огак без таймингов. Питомец также расположен, чтобы 16 старт и на 18 получается, чтобы он ультовал. Огак без таймингов, старты такие же, как у меня, ну и рук без таймингов. Вообще, в идеале руку давать немножко ускорения, не обязательно даже столько. У меня тоже немножко взято. Это делается за счет того, чтобы он в начале ультанул просто чуть-чуть раньше, чем Сакридея, а не вместе с ней, не после нее, потому что он тогда не вырвется вперед. Ему нужно именно вот отрыв этот сделать в начале, чтобы когда Сакридея уже ультанула и сработал сет кукольника, то произошла заливка именно, как сказать, наперед, чтобы рук всегда Сакридею обгонял, так как он стоит без таймингов, мы таким образом и выходим на вот этот дополнительный ульт. Если они будут постоянно вместе ультить, то он никуда не сдвинется. Он будет зациклен именно на вот этой Сакридее. А у Сакридеи откат стоит 15. Поэтому нужно, чтобы он просто чуть-чуть раньше ультанул, чем она. Я даже из этого вот чуть-чуть тайминг у себя и сдвинул, что вот прям наверняка. Вот рук вначале ультанул просто пораньше. Так же, как видим, у него не легендарный сет, а все полностью из мифических. Но опять-таки обратите внимание на характеристики. Просто за счет шмоток, именно таких, ему удалось сделать себе очень хорошие статы на руки. Тут суть не в самих мификах и что они дают, а именно за счет статов, потому что легендарный сет у него с хорошими характеристиками собрать не получилось. Но, тем не менее, мификами вот такие неплохие статы он себе собрал. Также вот такой тогок, 116 ускорения. Вот эти таланты берутся, чтобы неплохо мы стояли. Также обратите внимание, что тут присутствует именно атака. Потому что у нас вот этот талант, он увеличивает лечение от атаки. Больше лечения, больше щиты, лучше выживаемость. Поэтому этот момент мы не игнорируем и не жалеем банки на прокачку тоже атаки и просвещенности именно у Огака, потому что нужен сильный отхил по-любому. Так, с Огаком разобрались. Ну, остальное, в принципе, сами видите, ничего особо не меняется. Ускорение у него тоже почти такое же, как у меня, 79. Там, в принципе, сами тайминги не меняются. Что 79, что 80. Вот эти тайминги будут одинаковые на боевом. Так, здесь вроде разобрались. И будет еще один вариант кода. Вот такая пачка у нас от игрока Маралана. Тоже неплохо так наносит урон. Спасибо, что поделился командой своей. Ее мы сейчас и подразберем. Тут видите уже, да, что
сопротивление у него уже собрано чуть больше, чем, допустим, у меня и моего соклана. То есть он конкретно идет в игнор вот этих дебафов от босса. Также ускорение у него 65, а не ближе к 80, как у нас. Но, тем не менее, набивает он почти 17 и вот стремится к 17. Надеемся, у него это получится. Вот такой итог. Тоже ускорение чуть-чуть меньше, чем вот до этого я показывал Огака. Такие таланты. Ну, в принципе, по талантам обычно у всех все одинаково. Бывает только вот здесь отличие. Кто-то щиточек берет, кто-то увеличение лечения. Но на данном бафе, думаю, все-таки будет профитней увеличить лечение. Вот как он здесь сделал. И, что немаловажно, здесь у него Огак идет уже в сете кукольника. Не в сете, который бафает нам статы, а именно кукольник. И Сакридея получается в мифических шмотках. Вот, собственно, такая разница. Неплохая тоже сборочка, прикольная. Так, почему-то он здесь поставил разлом ей. А, все. Тут он писал, короче, ошибка у него вышла. Сюда мы ставим рога оленя. Если что, вот этот артефакт мы заменяем. Это у него по ошибке загрузилось. Вот. А так здесь стоят рога оленя. Об этом он сообщил заранее. Вот такой вот шмыгли у него. Ну и, собственно, вот такой рук. Тоже статы, в принципе, неплохие. И самое интересное, это уже так как сборка чуть другая, соответственно, тайминги тоже здесь другие. Пет у него, кстати, вот пет АБ я все-таки поставил бы чуть на другой цикл. На 16-18 лучше сделать. Может, я ему тоже напишу, он пусть тоже попробует. А остальное, вот получается у нас что? Тайминги он не ставил, откаты. Получается, Сакридея ультует первая. Также сейчас с моменту я гляну ускорение на руки. Сколько? 29. Да, соответственно, у него первый тоже, скорее всего, ультует именно рук. Потом сразу Сакридея. Хотя тут уже и не важно, кто первый ультанет, потому что на заливке у нас Огак. Получается, Огак в любом случае первый ультанет, потому что он с посохом, у него очень много ускора. Ставим ему, соответственно, 15 кд. Я, кстати, такой пачкой пробовал на прошлой неделе бить. Доживали, кстати, до конца. Ну, кроме шмыгли, но, тем не менее, доживал он обычно до своей нормы. Поэтому все нормально. Рук без таймингов, Сакридея без таймингов и шмыгли. Соответственно, только старт, чтобы после вот этой парочки ультануть. Ну и все. Остальное уже дальше как пойдет. Тоже неплохая пачка. Можете попробовать. Делитесь комментариями, как там у вас получится набить данным составом. А так что, на этом вроде разобрались. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Всем пока.